Здравствуйте, друзья, подписчики и гости моего канала. Спасибо, что заглянули на мой канал. Те, кто сегодня первый раз присоединились и посмотрели видео на моем канале, просто представлюсь. Меня зовут Елена. Давно вам обещала видео, в котором расскажу о детках на орхидеях. Мы с вами проводили эксперимент, выращивали маленьких деток на цветоносах. Немножечко о них, обо всех очень-очень коротко, потому что у меня на канале есть целый плейлист обо всех этих 4 орхидеях. Ссылочку оставлю в правом верхнем углу экрана и под видео. Если кому-то будет интересна полная история про этих деток, проходите, пожалуйста, и смотрите. У нас есть срезанные цветоносы, которые стоят в бутылках. В этой колбочке начался эксперимент где-то в ноябре прошлого года. А в этой, наверное, месяца 3-4 назад, даже точно не скажу, значит, в этой колбочке больше ничего не произошло. Выросла у нас одна детка, мы ее отделили, сейчас я вам ее покажу. Больше ничего не происходит. А в этой колбе, практически тоже ничего не происходит, но на одном из цветоносов появился, как всегда, 50 на 50, или детка, или цветонос. То есть на розовом драконе появился цветонос. Если хочется получить детку, то всегда надо убирать этот цветонос. Просто его выломать и все. И можно там чем-нибудь капнуть или замазать корицей. Так что здесь все пока происходит естественным путем. Почему я еще обращаю внимание на вот эти бутылки? Много видео на YouTube с применением цитокининовой пасты. Вот такая. Сейчас она есть практически везде в продажах, эта цитокининовая паста. Лет 10 назад я попробовала пользоваться вот этой пастой, и мне не понравилось, потому что мне кажется, что здесь присутствуют какие-то гормональные элементы. И вырастают, вы знаете, не только там, например, детка или цветонос, а вырастают какие-то мутанты. У меня из одной почки вылезло что-то 3, и оно так и не развелось. Оно развивалось, вот такая огромная была бульба, потом она как-то разветвилась. Это, короче говоря, это ужас. Я никогда не применяю цитокининовую пасту. Пусть лучше это будут настоящие детки, вырастут, не вырастут. Но все-таки я считаю, что это значительно естественнее процесс, нежели применение такой цитокининовой пасты. Поэтому пусть они стоят дальше, год простоят, потом посмотрим, ничего не получится, значит не получится. Но все-таки же у нас что-то получилось. И вот эта малюсенькая детка у нас на тоненьком цветоносе все-таки получилось. Рассказываю об этой детке. Из почечки вот такая малышка. В прошлом видео где-то месяц-полтора назад я вам ее показывала. Начал сохнуть цветонос, и поэтому я его обрезала и поместила его в другую колбу. Что за этот месяц произошло? Мы хотели, чтобы наросли корешки. Один корешок у нас есть. Сейчас я ее аккуратненько достану. Вот я ее ни разу за эти 1,5 месяца отсюда не доставала. Но я хочу ее сейчас достать для того, чтобы убрать вот эти сухие кусочки листиков. Поэтому я сейчас ее аккуратненько достану и, кстати, вам ее и покажу. Так, обращаю ваше внимание, что вот эта часть у меня влажная. Вот этой частью он как стоял в бутылке, так и сейчас. Эта часть влажная, эта часть абсолютно вся сухая. И вот такой вырос корешок. И еще начал расти новый листик. Я просто аккуратно пинцетом хочу убрать вот эти листики, которые уже сухие и могут мешать росту корней. Очень аккуратно, потому что детка такая маленькая, такая крохотная, чтобы не задеть ни корешок, не повредить детку.
Аккуратно сейчас растяну просто в разные стороны. Ну, как всегда, мы убираем листики. Вот больше ничего делать не буду. Так, сейчас возьму очки и расскажу вам, что там, потому что я сама этого ни разу не видела под этими листиками. Так, смотрим. Смотрите, даже есть цвет. Вот это цвета, это не корни. Вот это две маленьких цветовых почки. А вот здесь надувается, но это так еще мало видно. Вот здесь крохотный будет корешок. И здесь тоже есть цветовая почка. То есть детка потихоньку растет. Не будем ее больше трогать и мучить. Поставим ее туда же, где она росла, где она находится. Давайте, знаете, еще что сделаем? Давайте ее опять брызнем. Мы в прошлый раз ее брызнули вот таким тоником Бонафорте. А сейчас я ее просто брызну этим тоником. Так, чтобы не попало у нас ничего в точку роста, с этой стороны мы брызгать не будем. И опять ее опустим в то же самое место, где она и находилась у нас все время, эти 1,5 месяца, и опять не будем трогать. Вот она уже сама приняла то положение, которое ей нравится, и поэтому вот точно так же сейчас она и улеглась, как и была. Единственное, что я поменяла в ее содержании, я взяла вот такую крышечку от сметаны. Дырочек в крышечке нет, но она не плотно прилегает. Я ее вот так кладу и раз, два, 3 дня вот так просто открываю, чтобы она проветрилась. Да, и самое, что самое главное, я очень редко брызгаю мох. Смотрите, здесь воды, мох не плавает в воде. Я просто, когда вижу, что мох начинает подсыхать, буквально один вот с этой стороны и вот с этой стороны, не попадая на детку. Я просто делаю пшик-пшик и все. То есть не надо туда наливать много воды. И вот так она у меня стоит закрытая, стоит под освещением, под лампой. И я ее не трогаю, не верчу, не кручу. Она стоит все время в одном положении. И я просто подхожу на нее и только смотрю. И никогда ее не вынимаю. Пусть еще стоит, через месяц еще раз вам ее покажу, что с ней будет происходить дальше. Это одна детка. Есть еще одна детка, которая растет на материнском растении. Это Golden Beauty, у которой был фузариоз, которую мне удалось спасти вот от нее 2 листа. И на ней выросла тоже детка. Ну, детка растет на материнском растении просто замечательно. Никаких проявлений фузариоза больше нет. В прошлый раз я вам показывала, она была там крошечная, ее даже разглядеть нельзя было. Сейчас вырос вот такой огромный лист, и там внутри начинает расти 2-й листик. Вон там крошечный он еще, но растет. Корней она еще пока не дала никаких. Питается от материнского растения. Я ее точно так же поливаю. Вот она у меня сейчас не политая стоит. Я раз в 2-3 дня просто опрыскиваю корни материнского растения. Вот эта вода, которая здесь присутствует, это именно от того, что я делаю вот этих несколько пшиков. Все, больше я ее никак не поливаю. Вот так прекрасно все растет эта детка. Даже если где-то сухие корни вот есть. Ну вот, кстати, вот этот можно корень и обрезать, собственно говоря. Он здесь уже не нужен, он не работает. Так. Ну вот и все. Эта детка тоже стоит под искусственным освещением под лампой. С ней я больше ничего не делаю, не удобряю, вообще ничего не делаю. Растет сама. А это мукола. Мы с вами ее и пересаживали на канале, и смотрели, когда у нее зародился только первый листочек. Это орхидея, которая у меня 2 года провела в воде. Потом я ее корни обработала Максимом, а серединки у нее не было. Серединка была гнилая. И она
сбоку от этой серединки, но сейчас уже даже этой серединки не видно, сбоку из боковой цветовой почки выпустила маленький-маленький листочек. Это, конечно же, была детка. И детка, выпустив еще 2 листа, решила зацвести. Вот такой уже прекрасный цветонос у этой детки. А потом мы ее пересадили в такую вазу или рюмку с дырочками. Вот они, дырочки. И поливаю я ее уже как обыкновенное растение, как обыкновенный фаленопсис. Или закрываю эти дырочки и наливаю вот так воды. Или, что чаще всего происходит, точно так же, когда корни сухие, вот видите, сухой корень. Вот когда вот такие сухие корни, я вот так сверху пробрызгиваю, потому что вся вода будет стекать сюда. Вот видите, пошла вода туда, и эта вода там остается. Когда все высохло, и эта вода, и я вижу, что корни стали опять серебристыми, тогда я опять ее поливаю. Вот так. И, конечно, самое интересное у нас детка, и то, что мы будем сегодня делать, это детка на материнском растении. В прошлый раз, когда я вам показывала эту детку, так, это у нас биглип. Когда я в прошлый раз вам показывала эту детку, у нее был, наверное, вот такой корешочек, я еще так на руку брала, и вот как раз с полруки мы. Смотрите, как вырос этот корень. Он уже во всю мою руку. В прошлый раз был этот корешок вот такой, только мизерный, а сейчас и этот корень в полруки. И что придумала делать детка? Она, конечно, придумала цвести. У нее еще появился 3-й корень. Вот он. И вот такой уже цветонос она выпустила за это время. И сегодня я хочу отделить эту детку от материнского растения и посадить. Как я это буду делать? Во-первых, я приготовила стеклянный вазон, опять с 2 дырочками. Померила, чтобы эти корни, вот такие длинные корни, чтобы здесь поместились эти корни. Сажать буду в керамзит. Но самое главное, как ее отделить, эту детку. Здесь выросли так корни не очень удобно, что отрезать ее прямо вот от стебля неудобно. Поэтому я хочу сделать вот такие срезы и оставить кусочек материнского цветоноса. Но для того, чтобы мы это сделали, мы берем инструмент, ну то есть наш секатор, и обязательно, чтобы не занести никакую заразу, берем спирт и все инструменты, которыми мы будем работать, обязательно обрабатываем спиртом. Только что отрезали гнилой корень, поэтому с детками на всякий случай нужно хорошо обработать спиртом. И на всякий случай обработаем тоже пинцет, вдруг он понадобится. Так, это мы приготовили. Теперь я приготовила перекись водорода. Я обычно обрабатываю срезы перекисью, 3% перекисью водорода. Так, ну что, приступим как хирурги. Так, отрезаю кусочек цветоноса, который был здесь. Цветонос живой, зелененький. Сразу обрабатываю его перекисью. Так, как бы вам так, чтобы было видно, чтобы я 1 капельку только. Оп, вот. Подождем, пока эта капелька сама упадет. Оп. Так, это первое.
И второе надрежу вот здесь. Ну вот и все отделение детки. Кстати, материнское растение, пока она растила детку, она совершенно не желала ни листики пускать, ни корни. Она вся ушла в детку. Вот так мы хорошо попали, что на корни перекись не попала. Сейчас буквально подождем, пока она подсохнет. За корни брать не хочется. Смотрите, какие корни выросли шикарные. Просто шикарные. И даже уже большой цветонос. Листики у детки плотные. Так, а посадить я хочу его вот в этот. Ну, помещается хорошо. Просто я боюсь, что если дальше будут расти корни, то они разрастутся во все стороны. И ни в какой вазон у меня уже не поместятся. Ну, в общем, вот так. Пусть постоит минут 5, пока подсохнут срезы. А потом я ее засыплю керамзитом. По многочисленным просьбам еще раз показываю керамзит, в который я сажаю свои орхидеи. Иногда он бывает прямо, знаете, камешек в камешек ровненький. И никакого там ни мусора, ни битых. Но в этот раз попался, смотрите, очень много вот таких разбитых керамзитинок, но это хорошо даже, потому что вот такой керамзит больше впитывает в себя влагу. Поэтому не волнуйтесь, если вам попался такой не совсем красивый, скажем так, керамзит, вот много в нем такого. Есть помельче, есть покрупнее. Кто-то мне писал, что у меня прямо горошинки. Вы знаете, у меня есть такие вот, есть и такой крупный керамзит, это прямо бывает в одном пакете, и такой помельче. Я даже помельче люблю больше. Ну, использую именно этот керамзит и обязательно его промываю. Вы даже не представляете, сколько на нем грязи и керамзитной пыли. Поэтому всегда у меня керамзит, я сажаю во влажный керамзит, потому что я его просто до этого помыла. Так, теперь к нашей детке перейдем. Детку хочется поставить вот так посерединке. И просто, я ее просто засыплю. Я подождала аж 10 минут. Все здесь затянулось. Она больше не шипит, перекись водорода. Я думаю, что эта палочка ей никак, то есть материнский цветонос ей никак не повредит. Но в природе же как-то они тоже прикрепляются, потом и отцепляются от этих цветоносов в конце концов. Но если она, ну не то что там сгниет, а засохнет, я ее потом аккуратненько пинцетиком оттуда уберу. Поэтому давайте будем делать так. Просто засыпаю влажным керамзитом. Так, сейчас как-то ее... Хочется, чтобы она посерединке встала. Так, сейчас поверну. Уже стоит хорошо она. Поверну и просто еще засыплю с этой стороны. Так, немножко ее поправить. Так, вот на данный момент я ее засыпала так, чтобы все корни оказались присыпанными. Потом, когда керамзит после первого полива немножко утрамбуется, тогда можно будет еще подсыпать керамзит. Корни, вот видно один корень в горшке, за которым нужно будет внимательно наблюдать. Вот второй корень, тот, который был самый длинный. За ним мы тоже будем внимательно наблюдать. Сегодня я не буду поливать ее никак, потому что керамзит влажный. Поэтому до завтра она у меня постоит, немножко просохнет керамзит. И на первом этапе я ее тоже буду поливать, просто брызгать керамзит сверху. Водичка будет скатываться до вот этих дырочек. И буду очень внимательно наблюдать, потому что, ну, во-первых, первую посадку, я делаю первый раз такую посадку.
У меня были другие детки, там приходилось прямо вырезать из материнского растения, когда, вот я вам показывала второе, где прямо рядом с листьями выросла детка, там приходится отделять. А это с цветоноса. Ну, предвижу, что сейчас вы мне будете рассказывать, что так не делают, так все неправильно. Но вы знаете, что я очень люблю экспериментировать, поэтому мы продолжаем наш эксперимент. С детками на цветоносе, с детками, которые росли на материнском растении. Я думаю, что все будет с ней в порядке. Но, впрочем, пройдет месяц, и я вам опять покажу эти детки. Что с ними происходит? Ну, у нас получается видео как отчет. Каждый месяц я рассказываю вам об этих детках, потому что вы меня все время просите показать и рассказать, что же там с ними происходит дальше. Так что внимательно наблюдаем. И до новых встреч, друзья!